Еще одна звезда, Александр Рыбак, победитель конкурса Евровидения, также уделил нам время для встречи. Интервью с певцом в следующем сюжете. Александр Рыбак, прошу любить и жаловать. Добрый день, Александр. Здравствуйте, видите, вот я здесь вдруг. Я могу сказать, что Александр очень пунктуален. Нам обещали в 2, и в 2 Александр был уже в студии. Да, прибежал в 2. Александр, первый вопрос. Просто люди, скажем так, там русского происхождения, белорусского, которые живут в Европе, иногда такая интересная ситуация с именами, что в России их называют там Сашей, Шурик и так далее. А как называют тебя родители? Также Саша, Сушка, Зайка. Сушка? Но это я уже думаю, это уже не по правилам. Вот вопрос в чем? Музыкальная семья, любовь к музыке с детства была абсолютно искренней? Или, может быть, все начиналось так немножко из-под палки? Что, дескать, у нас музыкальная семья, и ты должен играть. Не было протестов, что не хочу быть музыкантом, Конечно, были пожарным. протесты. Конечно, я плакал, как все другие дети. Я думаю, что у всех так, как в детстве детям хочется играть, гулять, а родители понимают же, есть ли талант или нет. Мне очень нравится думать, что если бы у меня не был талант на скрипке или на фортепиано, я уверен, что родители бы не заставляли меня играть. Продолжим разговор о России, поскольку ты вот так влился в российский шоу-бизнес. Вообще ты себя ощущаешь частью вот российского шоу-бизнеса или белорусского, или там общеевропейского? Нет, знаешь, что это моя, можно сказать, это и самая моя большая проблема, и самое большое счастье, что я чувствую себя просто европейцем, и я знаю, что вот, например, в Норвегии мне говорят, почему ты иногда грустные песни поешь на концерте. Вообще мы не приходим на твой концерт, чтобы слушать грустные баллады. Я там одну грустную песню спою, и все сразу, ой, а зачем ты это сделал? И они не понимают эти русские корни, что нам же нравится ностальгия. Если мы грустные, мы не пробуем это прятать, да, мы наоборот включаем самую грустную песню, и все, и плачем. Так что это норвежцы никогда не поймут эту мою сторону. А в России люди, например, не поймут, когда я отказываюсь от водки. Ну, например, на вечеринках так что, ну что ты нас не уважаешь? Нет, уважаю, именно потому что я уважаю вас, я хочу с вами общаться, а не заснуть на диване. Так что из-за того, что я вас уважаю, то как раз и не буду пить. Так что люди говорят, что в России говорят, что ну вот ты, Александр, ты, конечно, не русский, ты не наш. В Норвегии тоже говорят, что ну, Александр, ты не наш. Так что меня посылают всегда в разные страны, и все приглашают меня на концерты, и когда я на сцене, я вдруг уже наш. А потом они понимают, что у меня такой смесь разных культур, что но я считаю, что для меня это очень повезло, потому что я, наоборот, сейчас достал самое интересное из каждой культуры, и я этим наслаждаюсь. И когда ты пишешь песни, я могу про себя сказать, я все свои программы придумал в душе. Вот честно, для меня я могу стоять 40 минут в душе и все придумывать. Есть такое место или ситуация? В душе или в душе? В душе. А, в душе. Понятно. Я знаю, что кто-то там в WC еще где-то. Ну, значит, у тебя какой-то хороший, там, шикарный душ, все время... С музыкой, кстати. Ага. С музыкой мне нравится. Интересно. А вот где ты пишешь? Мне не важно, у меня все время новые мелодии. Но просто я же живу в такой стране, где фьорды, где горы, да, так что я все время вдохновляюсь там. И самое главное сначала найти мелодию красивую. Большинство времени я всегда бросаю эти мелодии, потому что я пробую, там и думаю, что ну вдохновился, ну и хватит, сейчас будем дальше. А иногда такая мелодия, что она застрянет, да, в
в моей голове, и нужно написать какие-то аккорды. И то, что мне очень нравится, это именно использовать мое образование, чтобы интересные аккорды были под эту мелодию, чтобы аранжировку я делаю для струнников, для духовиков. И это мне больше всего нравится, что не просто мелодии писать, а еще... Можно сказать, что я вдохновляюсь от детей тоже. Мне очень нравится с детьми работать. Я вам всем желаю самое главное, много здоровья, и самое главное, высыпаться нужно. Со сном будет очень хорошая жизнь.